считанные дни. По данным The Financial Times, команда Дональда Трампа усилила давление на Владимира Зеленского, требуя оперативной реакции на мирное предложение США с целью выйти на договоренности с Россией уже к Рождеству. Источники рассказывают, что в субботу 2 часа длился разговор, в ходе которого Стив Витков и Джаред Кушнер настаивали на срочном решении Киева. Зеленский заявил, что ему нужно время для консультаций с европейскими союзниками. Один из западных чиновников сказал, что Украина оказалась между территориальными требованиями, которые она не может принять, и условиями США, которые нельзя отвергнуть. Ранее Дональд Трамп дал большое интервью изданию «Политика» и коснулся всех актуальных тем. Ваша команда ходила туда-сюда между Путиным и Зеленским с различными проектами мирного соглашения. Какая страна сейчас находится в более сильной переговорной позиции? Что тут можно сказать? Это без сомнений Россия. Это гораздо большая страна. Это война, которой никогда не должно было быть. Честно говоря, ее бы не было, если бы я был президентом, и ее не было 4 года. Я наблюдал это и говорил себе, ну, они создадут здесь проблемы. И это началось, и это могло перерасти в Третью мировую войну. Честно говоря, думаю, что сейчас этого, вероятно, не будет. Думаю, если бы я не был президентом, могла бы быть Третья мировая война. Думаю, у вас была бы гораздо большая проблема, чем сейчас. Но сейчас это большая проблема. Большая проблема для Европы, и они с ней плохо справляются. Прошлой ночью вы сказали, что не уверены, согласен ли президент Зеленский с последним предложением, что он еще не готов. Я слышал от ваших советников на День Благодарения, что они думали, что это может быть завершено к концу праздников, но пока этого не произошло. Ответственен ли Зеленский за застой в переговорах или что там происходит? Ну, ему нужно прочитать предложение. Он его еще не прочитал. Действительно не читал последний проект. По состоянию на вчера. Может, он прочитал его за ночь. Было бы хорошо, если бы он прочитал. Много людей умирает, поэтому было бы действительно хорошо, если бы он, его люди очень любят это предложение. Ему оно очень понравилось. Его заместителям, его топ-команде понравилось, но они сказали, что он еще не читал. Я думаю, ему стоит найти время и прочитать его. Вы думаете, что Украине пора проводить выборы? Да, думаю. Прошло много времени. Все шло не особо хорошо. Да, думаю, пора. Думаю, это важное время для проведения выборов. И они используют войну, чтобы не проводить выборы. Но, я думаю, украинский народ должен иметь этот выбор. И, возможно, Зеленский выиграл бы. Не знаю, кто бы выиграл, но выборов давно не было. Говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия. В воскресенье ваш сын Дональд Трамп-младший ответил на вопрос журналиста, собираетесь ли вы, цитата, «отойти от Украины?» И ваш сын сказал, думаю, он может. Это так? Нет, это неверно, но не совсем неправильно. Нужно, чтобы они играли по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, с Россией непросто, потому что у России перевес, и так было всегда, гораздо больше и сильнее в этом смысле. Я отдаю Украине и ее военным огромную честь за храбрость, за борьбу и все такое. Но, знаете, в какой-то момент размер побеждает. А это огромный размер. Если посмотреть на цифры, они просто сумасшедшие. Это не война, которой должно было быть. Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом. Это так печально. Миллионы людей погибли. Много-много солдат. В прошлом месяце они потеряли 27 тысяч солдат. И еще люди пострадали от ракет, выпущенных по Киеву и другим местам. Но что я могу сказать? Какое это печальное событие для человечества? Это нас не касается. Наша страна больше не платит никаких денег. Байден просто дал им 350 миллиардов долларов. Так глупо. И если бы он этого не сделал, возможно, произошло бы что-то другое. Но Путин не уважал Байдена, он не уважал Зеленского, не любил Зеленского. Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы в том, что они действительно сильно ненавидят друг друга. И им очень трудно попытаться заключить сделку. Это труднее, чем большинство. Я урегулировал 8 войн и сказал бы, что это была бы 9-я. Это была бы самая легкая. Я бы сказал, или одна из более легких. Я имею в виду, я урегулировал войну, которая шла 36 лет.
Я урегулировал Пакистан и Индию. Так много войн. Я очень этим горжусь. И делаю это довольно регулярно, довольно легко. Мне это не трудно. Это то, что я делаю, я заключаю сделки. Это сложное. Одна из причин — огромная ненависть между Путиным и Зеленским. И вы правы. Вы не тратите деньги, но вы тратите свое время. И я хочу прекратить, знаете, хочу прекратить говорить о людях. Если Зеленский отвергнет эту сделку, есть ли таймлайн? Есть ли момент, когда вы скажете: ему придется взяться за дело и начать принимать решения. Когда вы проигрываете, это проигрыш. вы думаете, Украина проиграла эту войну? Они потеряли территорию. Задолго до моего прихода они потеряли целый участок побережья. Большое побережье. Если посмотреть на карты, я здесь 10 месяцев. Но если вернуться на 10 месяцев назад и посмотреть, они потеряли весь этот участок. Сейчас он стал еще больше, шире. Но они потеряли много земли. И это очень хорошая земля, которую они потеряли. Вы точно не скажете, что это победа. Я могу показать вам график. Это много земли. Они потеряли много земли. Думаю, вы... Знаете, если бы наши выборы не были сфальсифицированы, они были сфальсифицированы. Сейчас все знают, что это вскоре станет очевидно, потому что у нас есть вся информация. Но если бы выборы не были сфальсифицированы и украдены, вы бы даже не говорили о Украине сейчас. Сейчас в Европе существует единое мнение. Они хотят поддерживать Украину до победы в этой войне. Пока она не сдастся. Понятно. Если так, пусть поддерживают. Я дружелюбен со всеми ними. Мне нравятся все. У меня нет реальных врагов. Были пара, кто мне не нравился, но сейчас мне очень нравится нынешняя команда. Я знаю их очень хорошо. Некоторые — друзья, некоторые — нормальные. Я знаю хороших лидеров, плохих, умных, глупых. Есть очень глупые. Но они не делают свою работу. Европа не справляется во многих аспектах и плохо работает. Я хочу... Они слишком много говорят и ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но не делают. И война продолжается и продолжается. Она идет уже много лет, задолго до моего прихода. Это не моя война. Это война Джо Байдена. И для Америки это очень печально. И единственная причина, почему мне это важно, я ненавижу видеть, как гибнут молодые, красивые люди. Вот почему я в основном вмешался. Если посмотреть на Конго и Руанду, там убито как минимум 14 миллионов человек. Никто не знает точное число, но много убито мачете, жестоко. Если посмотреть на войны, некоторые из них могли бы унести миллионы жизней. Премьер Пакистана сказал, что я спас миллионы людей, вмешавшись, чтобы остановить Индию и Пакистан от войны. Хотелось бы ненадолго вернуться к Европе, потому что вы сказали, что они делают много вещей неправильно, и... Они не могут делать правильно, потому что смотрите, что произошло. Ваша администрация только что выпустила новую стратегию национальной безопасности, которая вызвала шок в Европе. В стратегии говорится, что ключевым элементом американской внешней политики должно быть, цитата, «воспитание сопротивления текущей траектории Европы внутри европейских стран». Насколько европейским лидерам следует готовиться к тому, что ваша администрация будет пытаться изменить политику континента? Европа — это другое место. Что вы имеете в виду? Если все продолжится так, как идет, Европа не будет. По моему мнению, многие из этих стран больше не будут жизнеспособными. Их иммиграционная политика — катастрофа. То, что они делают с иммиграцией — катастрофа. У нас надвигалась катастрофа, но мне удалось ее остановить. Сейчас у нас нет людей, проходящих через границы. 0 за 7 месяцев. Кто бы поверил нулю? Раньше шли миллионы людей. В некоторых случаях миллионы в месяц. А теперь нет. Это не похоже на Европу. Совсем наоборот. Я знаю Европу. Они приезжают со всех уголков мира, не только с Ближнего Востока. Они приезжают из Конго. Огромное количество людей из Конго. И еще хуже, они приезжают из тюрем Конго и многих других стран. И по какой-то причине они хотят быть политкорректными, что на самом деле, я считаю, противоположным политкорректности. Но они хотят быть политкорректными и не хотят возвращать людей туда, откуда они приехали.
Европа, если посмотреть на Париж, это совсем другое место. Я любил Париж, он другой, чем раньше. Если посмотреть на Лондон, у вас мэр по имени Хан. Он ужасный мэр. Он некомпетентный мэр, но ужасный, злой, отвратительный мэр. Я думаю, он сделал ужасную работу. Лондон другой. Я люблю Лондон и ненавижу это видеть. Мои корни в Европе, как вы знаете, и я ненавижу видеть это. Это одно из величайших мест в мире. И они позволяют людям просто входить, без проверки, без контроля. Насколько вы собираетесь вмешиваться? Можем ли мы увидеть ваше участие в европейских... Я хочу управлять Соединенными Штатами. Я не хочу управлять Европой. Я очень вовлечен в Европу. Например, вы поддерживаете... НАТО называет меня папой. У меня много что сказать. Я поднял ВВП с 2% до 5%. Раньше они не платили 2%, теперь платят 5%. И они платят, потому что когда мы отправляем что-то, НАТО оплачивает это. И я предполагаю, что передают Украине. Но Европа разрушается. Вы бы рассмотрели возможность участия в некоторых выборах, чтобы поставить лидеров, которых считаете более подходящими? Я поддерживаю людей. Но я поддерживал людей, которых многим европейцам не нравится. Я поддерживал Виктора Орбана. Возвращаясь в Латинскую Америку, Милей в Аргентине. Он проигрывал на выборах, я его поддержал, и он выиграл с большим отрывом. С Виктором Орбаном. Помимо поддержки, он недавно сказал, что вы обещали ему доступ к финансовому счету США до 20 миллиардов долларов. Это правда? Нет, я не обещал, но он, конечно, просил. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел встречу с папой Львом XIV в загородной резиденции Кастель Гандольфа. Глава украинского государства выразил признательность понтифику за гуманитарную поддержку и обсудил инициативы по возвращению украинских детей, вывезенных Россией. Во время разговора Зеленский также рассказал о дипломатических переговорах с США, направленных на достижение мира, и пригласил папу посетить Украину. В Ватикане подчеркнули важность продолжения диалога ради достижения справедливого и прочного мира. Позднее украинский лидер встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Обе встречи прошли на фоне усилий Киева и его европейских партнеров по согласованию американского мирного плана, который, по мнению ряда наблюдателей, может сыграть на руку Москве. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европе не нужны США, чтобы защищать демократию. Он подчеркнул, Германия и Европа должны стать более независимыми в вопросах безопасности. Я не вижу необходимости, чтобы американцы теперь пытались спасать демократию в Европе. Если бы это было необходимо, мы бы справились сами. В своих разговорах с американцами я говорю, Америка прежде всего, это нормально. Но одинокая Америка не может быть в ваших интересах. Вам нужны партнеры в мире, и одним из таких партнеров может быть Европа. И если вы не можете ладить с Европой, то хотя бы сделайте Германию своим партнером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг какую-либо возможность нападения на НАТО. Что касается подготовки к нападению на НАТО, то это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первый источник нашего президента Путина. Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил.